Милые мои дорогие, здравствуйте! Сегодня мы будем вязать красивейшую отделку края. Очень простая, очень красивая. И использовать можно в любых, абсолютно в любых изделиях. Для этого мы набираем цепочку из того количества петель, которые нам необходимо. Так, чтобы получилась филейная сеточка. Крючок я взяла для бегонии здесь номер 2. Могу поделиться тем, что очень красиво она выглядит даже в теплых пряжах. На краях манжетов, на горловине. То есть креативить она не запрещает, скажем так. Вяжем филейную сеточку. Я думаю, в принципе, это должны уметь все. Если даже нет, то у нас получается одну пропускаем и провязываем столбик с накидом. Одна воздушная, одну пропускаем и столбик с одним накидом. Опять одна воздушная. То есть здесь нет какого-то количество петель, оно должно кратно быть так, чтобы получилась сеточка. Это единственное требование для этой отделки края. Одну пропускаем. Это если вдруг попадутся все-таки на канале новички, чтобы они понимали. Одна воздушная, одну пропускаем и во вторую столбик с одним накидом. Этот урок будет коротеньким, так как здесь только отделка края. Воздушная, пропускаем и в следующую столбик с одним накидом. Одна воздушная, одну пропускаем, следующую столбик с накидом. У нас получилась филейная сеточка. И в последнюю провязываем столбик с одним накидом. Что мы делаем дальше? У нас есть сеточка. 2 петельки подъема. Поворачиваем вязание. Если это круговое, не имеет значения. Очень рекомендовано на сеточке. Оно красиво тогда выделяется. И под нашу клеточку провязываем столбик с одним накидом. 1, 2, 3 для пико. Провязываем наше пико. И еще раз столбик с одним накидом сюда же, нигде ничего не добавляя. Опять столбик с накидом вяжем в следующую клеточку. 1, 2, 3 для пико. Возвращаемся делать пико. И сюда же еще один столбик с одним накидом. И продолжаем так вязать. 1, 2, 3. Это 3 воздушных петельки для пико. И сюда же еще один столбик с накидом. То есть это у нас вот такая красота. Вяжем так до конца ряда, нигде ничего не меняя. Столбик с одним накидом. 1, 2, 3, пико и еще столбик с одним накидом. То есть мы провязываем в одну клеточку 2 столбика с одним накидом на вершине с пико. Столбик с одним накидом, 3 петельки для пико. И сюда же еще один столбик
с накидом. Вот так это у нас получается. Вяжем в каждую клеточку. И сейчас я думаю, это понятно. Но эту отделку края очень легкими движениями, такими же движениями рук и крючка можно превратить в красивую тесемку, если она необходима. Ну, конечно же, здесь необходимо стараться так, чтобы она была плотненькая. Когда все плотненькие, все пико одинаковые, вы же понимаете, что когда пико одинаковые, это выглядит красиво. Когда они свободные, какие-то вальяжные, ну, несколько, как минимум, мне это не нравится. Поэтому я не ленюсь, делаю маленьким тоненьким крючком, и это всегда изящно, это всегда нежно. Украсить можно абсолютно любые изделия. И сейчас я покажу вам, как это превратить, и вы увидите, как это превращается в тесемку, которая может быть применена. Ну, фантазия огромна. Это где только вы хотите, везде можно ее применить. Пико из 3 петелек. И сюда же еще один столбик с накидом. То есть еще раз медленно. Столбик с накидом. 1, 2, 3. Пико. И сюда же столбик с одним накидом. У нас получился такой красивый край. Теперь, если есть желание, можно и сюда провязывать. Но в моем случае я хочу показать вам тесемку. Сейчас под этот столбик полустолбик 1, полустолбик 2, полустолбик 3 и полустолбик 4. Именно полустолбик. Мы сделали разворот. И с другой стороны точно так же начинаем вязать столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Пико наши любимые. И еще один столбик сюда же. В следующую точно так же столбик с одним накидом, пико из 3 петелек и сюда же еще один столбик. Возвращаем наше вязание по кругу практически. 3 петельки для пико, столбик с одним накидом, еще клеточки у нас есть. 1, 2, 3. Столбик с накидом. И вяжем так до конца ряда. Эту цепочку, это кружево, или же ленточку, или отделку края, вы понимаете, использовать можно где угодно. Это не обязательно на 2 стороны. Она может быть односторонняя, как украшение для любого изделия. Точно так же может быть вот такая кружевная, пришита и связана не 1 метр. То есть она может быть пришита отдельно, связана, отдельно пришита. И использована точно так же декорации абсолютно в любом варианте. То, что вы захотите украсить. Дорогие, милые мои,
Я думаю, вам понравилась эта идея. Это мое кружево, или тесемочка, или отделка края, как вам больше нравится. 1, 2, 3. Я немного петель набрала. Здесь самое главное, чтобы петли были кратны, как на филейную сеточку. Так как мы вяжем каждую клеточку, то длина и количество клеточек нам не важна. Нам самое главное, самое важное, чтобы равномерно расположились наши вот эти столбики с одним накидом через пико. 1, 2, 3. И сюда еще один столбик с накидом. То есть мы получили вот такой элемент прикольный, классный. Теперь опять, чтобы завершить одинаково, накид. И сюда же под крайнюю нашу петельку или столбик провязываем то же самое количество полустолбиков, как и с этой стороны, для того, чтобы оно у нас было ровненьким. Дорогие мои, милые мои, смотрите, ниточки мы прячем. И вот такую красоту в результате мы получили. Если вы сюда добавите внутрь бусины, эта красота умножится как минимум на 2. Теперь я еще раз покажу, как я прячу ниточку. Нравится, не нравится, но переспрашивают. А я практически, стараюсь во всех изделиях это показывать, но как-то, видимо, невнимательно смотрят. То есть сейчас мы заправляем сам наш хвостик. Вот протягиваем петельку так, чтобы она у нас была закончена. Это в любом, абсолютно в любом изделии. Теперь под петельку уходим, вот очень близко. Уходим под петельку. Здесь у нас лицевая, изнаночная сторона плюс-минус одинаковые. За счет пико практически не видно, только вот этот край выделяет, что это лицевая сторона. Возвращаемся и еще раз под предыдущую петельку. Вот таким образом. Затянули еще раз под ту же петельку и под следующую. Опять-таки протолкнули. И возвращаемся вот таким образом. Еще раз. Вперед. И вернулись назад. Вытащили иголочку. Нигде, ни сзади, ни спереди не видно, что мы прячем ниточку. Видите, это все аккуратненько выглядит как петелька. И сейчас мы просто куда-нибудь на изнаночной стороны подпрячем ниточку. Я думаю, здесь вопросов нет. И отрезаем. Дорогие мои, милые мои, подписывайтесь, ставьте лайки. Я думаю, понравилась эта идея всем. Будьте внимательны, будьте счастливы. Всем красивых изделий, ровных петелек, удачи. Много-много удачи.